Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии и вышивке крестом. И сегодня у нас суббота. Суббота, конец октября, но у нас по-прежнему еще очень тепло. Вчера было 20 градусов, сегодня, я думаю, будет также точно. Солнышко, очень красивые деревья начинают покрываться желтым, золотым цветом, красным. Чудесно и прелестно. Вот для вас букетик моих, хризантемок. И так, как по субботам я устраиваю себе спа-дэй, сегодня не стало исключением, и я крашу голову и крашу брови, а когда я крашу брови, я все время вспоминаю свою бабушку. И вы скажете, какая связь брови с бабушкой? Сейчас я вам расскажу, усаживайтесь поудобнее, история будет длинная и долгая, потому что начнется она с моего детства. Было у нас 4 у моей бабушки внуков, и по традиции родители отправляли нас летом к бабушке, потому что они работали, бабушка была дома и типа могла за нами присматривать. И так как мы росли в Шахтерском крае, там, понимаете, везде уголь, и мы были черные как черти все время, бабушка нам запрещала входить в дом. И мы все время толклись либо на летней кухне, либо там во дворе, там ставили раскладушку, могли поваляться на раскладушку, на качелях покататься. Ну, короче говоря, не было там скучно и тоскливо. Но в доме, как священный Грааль для Индианы Джонс, для меня был один объект. Там стоял очень красивый, такой полированный светлого дерева ящик, украшенный заботливо вязаной салфеточкой. Это было радио. Я не знаю, если еще существуют такие радио. Это был неимоверно здоровый ящик, я не знаю, наверное, сантиметров 30 на 30 и на 30 такой. Там на фронтальной части была такая желтая, очень красивая ткань, тканюшка, ну, динамик. Шайбочки такие, на которых можно было выбирать станцию, которую, ну, там станции был маяк и еще какой-то, типа, весть из полей. Но это было не самое интересное. Самое интересное было, сверху был проигрыватель дисков. И у бабушки была одна пластинка, на которой какой-то узбекский певец, наверное, либо казахский, либо узбекский певец, потому что он пел с акцентом. Он пел «На щечке родинка, полумесяц самбров». И я не знаю почему, но когда я крашу брови, мне все время в голову лезет эта песня. Это просто как-то неистребимо. Вот, рассказала вам такую интересную, занимательную историю. А сейчас я вам покажу то, зачем вы, собственно, сюда пришли. Покажу я, что я на этой неделе начала делать. Ну, естественно, как я и вам и обещала, я вышиваю 11-й день Рождества. Это вот этот... Я так полагаю, это волынщик. Это, видите, у него такая шотландская юбочка. Вот у ножки. Последний раз я вам показывала, у меня была вот эта рамка. И начала я туфельки. Вот у меня я вышила ножки, я вышила юбочку его. И вот здесь уже начинается вот этот мешок от этих трубок. Ну и осталось совсем немного. Осталось дошить этого волынщика с его трубами. Здесь будет надпись. И, естественно, продолжать... эту рамочку. А эту рамочку я сидела как-то одним печальным вечером, дождливым, и вышивала ее, вышивала. И как-то взгляд у меня упал на рядом лежащего начатого котика, если вы помните. Я так поглядываю на этого котика, сама думаю, не-не-не, мне надо 11-й день Рождества вышивать, вышивай рамочку, не останавливайся. Заканчивается октябрь,
Не смотри на котика. Потом думаю, ну, я только посмотрю, не буду я вышивать этого котика, я только посмотрю я, что там следующее будет, и все, так, типа, отдохну, выпью кофейка, брошу один взгляд на котика, ну, бросила я один взгляд на котика, и что же? Ну, и вот, что получилось с этого взгляда. Я сейчас картиночку вам вставлю, что у меня было и что у меня стало. Сейчас я вам все покажу и расскажу. Вот что я вышила. Я вышила вот эту решеточку, как вы видите. И здесь у меня вот эти дорожечки я повышивала. Не обращайте внимания на эти нитки. И здесь у меня появился зеленый цвет. До этого его не было. Вот здесь такие вот тоже дорожечки. Вот здесь бисерочек у меня появился. Очень это все красиво, очень все это интересно. Но так как я впервые это все вышиваю, и тут оказалась у меня такая оказия. Ну, короче говоря, что случилось? Я сначала вышила, вот здесь, если вы рассмотрите поближе, вот здесь такие пересечения розовых и зеленых и серых. Розовые – это французский шелк, верасуа, как-то он там называется, а зеленые и серые – это глориана и еще какой-то, ну, короче говоря, это глориана, зеленые и серые, они по структуре более толстые нитки. И когда я начала вышивать в две нитки, как и вот этими розовыми, оно выглядело очень, ну, розового вообще перестало быть видно. Это зеленое и это серое покрыло полностью все пространство, и это было не очень красиво, даже можно сказать очень некрасиво. И я, естественно, все распорола и вышила опять по новой одной ниточкой. Ну, вот мне кажется, одной ниточкой оно гораздо интереснее и красивее. Ну и вот что получается. Ну и, как вы понимаете, это заняло не один взгляд, а это заняло весь вечер. Я этим занималась, потому что я практически 2 раза все это вышила. Один раз я вышила в 2 нитки, второй раз мне пришлось перешивать розовые, сиреневые оставить в 2 нитки, а зеленые и серые сделать в 1 нитку. Ну как, вы считаете, красивые? Я обалдею, мне очень нравится. Я просто не могу оторваться от этого котика. И что еще было? После последнего моего видео мне написали несколько комментариев по поводу, где же птички, которые такие красивые, а ты их не вышиваешь, как ты смела вообще забросить этих прелестных, замечательных птичек. Не забрасывала я птичек, я в прошлый раз просто забыла вам их показать. Сейчас я их покажу. Ну и вот, посмотрим, что у меня тут с птичками происходит. Как вы помните, у меня, сейчас я постараюсь показать это все в общем плане. Как вы помните, последний раз у меня было вышито вот это и буковки. В этот раз я начала вышивать вот этот кустик. И здесь будут еще вот такие 2 птички, очень красивые. Ну, об этом проекте я не могу ничего сказать плохого. Это настолько приятно, ты сидишь, вышиваешь, но это проект релакс называется. Если котик, там надо думать, там надо высчитывать, я там, ну, ошибаюсь, но это скорее всего, потому что это не крестик, это какие-то шовчики, и там я промахнулась, надо было перешивать, опять же, как я сказала, уже в количестве ниток там более красивая в 1, либо в 2, то здесь ты взял ниточку и шпаришь. Чем приятен этот процесс еще, что вы, помимо того, что вы вышиваете, вы можете посмотреть даже что-то, какой-то фильм.
И я посмотрела фильм «Убийство в Венеции», наверное, по-русски оно будет называться. Ну, это очередная серия Эркюль Пуаро, и он там расследует убийство в Венеции. И я не знаю, каким-то образом я этот рассказ пропустила. Я его не читала, я не смотрела старые фильмы именно «Убийство в Венеции», и это было настолько классно. Знаете, я люблю все сериалы про Эркюля Пуаро, все фильмы про Эркюля Пуаро. Ну, когда ты знаешь уже, кто убийца, ты знаешь финал, и смотреть это, ну, не так занимательно и интересно. Да, ты смотришь там на игру актеров, на костюмы, на все прочее. Но самого вот этого, кто же догадываться, угадывать, кто это сделал, это, ну, в детективе, мне кажется, это самое интересное. И вот «Убийство в Венеции» — это, наверное, единственное произведение, которое я не читала, и поэтому мне было настолько интересно смотреть. Ну, если вы будете смотреть, смотрите это в кинотеатре, потому что это фильм сделан типа фильмов ужасов. Ну, там нету этих мертвецов и всякое такое дребедение, но это происходит в этом старом доме, это фантастика. Мне понравилось. Я вот просто в диком восторге. Я не хочу пересказывать вам эту историю. Кто не читал, вдруг захочет посмотреть, чтобы не спойлерить. Ну, вам рекомендую. Обязательно посмотрите. Это вот, я не знаю, вышли это 2 фильма. По-моему, «Восточный экспресс» был и «Убийство на Ниле». И вот это 3-й фильм, опять же, с этими актерами, ну, с этим актером, который играет Эркюль Пуаро, «Убийство в Венеции». Отлично. Обязательно посмотрите. Ну, и все. Ну, красота, конечно, неимоверная получается. Вот полюбуйтесь, кто скучал за этим процессом. Вот он какой великолепный, какой он красивый, он роскошный, я его обожаю. И так как я обожаю все мои проекты, я не знаю, как эта обезьяна, то ли красивым, то ли умным, за что хвататься. И это мне хочется, и то мне хочется, и естественно, рук только 2, и кроме вышивки еще есть какая-то жизнь на этой планете. Поэтому все продвигается такими небыстрыми темпами. Ну, в принципе, мне это даже нравится, потому что, как я уже сказала, все проекты любимые. Вот сейчас, наверное, я нашла этот баланс, когда я выбрала, ну, вот все проекты, которые мне очень нравятся и которые мне очень хочется вышивать. Наконец-то я поняла, что мне нравится, и это мне дает, ну, реальное наслаждение заниматься. Нету такого, что, ой, мне надо это уже дошить. Ну, единственная рамочка, конечно, на скатерти. Но это детали. Вот, друзья, пока вместе это все. Буду вас держать в курсе, что у меня происходит. И до следующего включения. Смотрите, у нас в лесу цикламены распустились. Красота какая. Дикие. И такие маленькие. Собаку. Собака, ты чья? А где же хозяйка? Здесь вместо «осторожно, собака», «осторожно, петух». А вот, собственно, и сам петух с курочкой уединились, а я здесь со своим видео. Извините. До свидания. Решила постирать своего котика. Я имела такую глупость поставить его в кухне, хотя у нас и электрическая плита, и вытяжка, и всякое такое, но вижу, что он загрязнился. И вот я вытащила все из самого тела, а хвост оставила набитый, потому что я его так плотно набила, что я его не хотела вытягивать. Вот теперь думаю, удастся ли мне все это восстановить.
Повесила его вот так на полотенцесушилке, не стала я его не отжимать, ничего. А и хвост пригодился, как на крючок его подвесила за этот хвост. Потому как гладить, я не знаю, вряд ли мне удастся. И надеюсь, он высохнет. И набью его снова. Покажу, что получилось, если что-то получится. О, у нас настоящая осень с дождем, ветром. Падают листья. И чтобы вы понимали, это 10 утра. Посмотрите, что творится. Какое печальное зрелище. А у нас по-прежнему понедельник, по-прежнему темень, ливень и вообще непонятно что. Я подождала еще немножко в надежде, что посветлеет, но не светлеет, и поэтому вот так вот темно. Все, ну я надеюсь, вам все-таки видно кое-что. И несмотря на то, что было вчера воскресенье, и, казалось бы, у тебя куча времени целый день, и вот такая погода, сядь себе уютненько с чашечкой чая и вышивай, хоть лопни. Ну, потому как у меня в попе шило, видимо, больше 2 часов я сидеть вышивать не могу, потому я уже сама знаю это. Меня хватает только на какой-нибудь хороший фильм. А хороший фильм, как сами знаете, максимум 2 часа, ну, в основном 1,5 часа идет. Так вот, показываю вам, что я вчера за воскресенье навышивала. С утра я посмотрела фильм, какой-то французский фильм, как же он называется? «Я виновна», ну, если перевести, «Я убийца». Ну, короче, там события в 1935 году происходят прошлого века, и там одна актриса, которая без работы, и одна адвокатша, которая без работы тоже, потому что в те времена женщины в адвоката не очень-то пускали, не очень-то хотели. Ну, неважно. Очень прикольный фильм, типа что-то по тема, как вы скажете, Чикаго, ну там этот мюзикл был, а это просто такая комедия веселая, как прославиться, совершив убийство. Вот, и пока я смотрела этот фильм, который я вам рекомендую, смотрите, что я навышивала. Дошила я все эти кукурузки, крестиковую часть на этих кукурузках. Это было еще то мероприятие, потому что, ну, видите, какие они все разбросаны. Делала я беспощадно протяжки на обратной стороне, потому что закроется она все равно, эта обратная сторона, никто ее не увидит, поэтому не стала я морочиться 1-2, 1-2, 1-2 и каждый раз закрывать, нет. И начала я вышивать вот здесь эту рамочку, здесь будет 1, 2, 3, 5 цветов разных. И вот я когда начала это вышивать, я смотрю, я центр определяла, как там написано эти самые, от угла к углу провести линии, найти центр и из центра начинать. Я сделала точно так же, ну вот сейчас смотрю, мне кажется, у меня сверху расстояние больше, чем снизу. Не кажется, а так оно и есть. Ну, посмотрим, что у меня в итоге получится. Пока все очень красиво и очень мило. И так как я не могу сидеть долго вышивать, я разбила это мероприятие на 2, так сказать, заплыва. Вот это я вышивала утром, и потом я еще села, повышивала вечером. Вечером я вышивала, сейчас я вам покажу. И вот посмотрите, что я навышивала вечером. Вышивала я, дошила крестиковую часть на этом дудочнике. Здесь мне остался только бисер. И будет здесь останется надпись 11 дудочники, короче, дудят. Вот такой красивый у меня получается дудочник с такой какой-то шапкой мохнатой. Вот такая шотландская на нем юбочка, такая
Я так полагаю, это типа сумочки у них тут висит всегда спереди. И это волынка, на которой он играет. Прикольно получается этот шарф. Класс. Здесь я даже вот умудрилась, видите, сделать бэкстич. Это, наверное, первый за все эти сюжеты, где есть бэкстич. Не было до этого бэкстича. Там были... Да, и фрузелков тут не было. Первый раз здесь бэкстич. Здесь будет вот здесь бэкстич, и еще будет бэкстич на квадратике, вот эти вот разрисованные. Ну и так как у нас уже сегодня 30-е, я так полагаю, завтра, за завтра мне это надо закончить как бы. Ну, вряд ли я это успею, потому что здесь крестиковая еще и часть, и бисер же пришить надо. И я так, планирую, как обычно, планирую, которые потом не выполняются, но очень мне хочется, и сразу я, пожалуй, начну 12-й день Рождества. Даже, может, не так сам сюжет, как вот эта злосчастная рамочка. И чтобы у меня осталось время для того, чтобы оформить эту скатерть. Вот. И когда я вышивала этот сюжет, я посмотрела еще один фильм. Сейчас вам все фильмы, которые я называю, мне они очень понравились. Если мне фильм не понравился, я вам бы даже про него и не рассказывала. Этот фильм и все эти фильмы, и «Я убийца», вот это 2023 года, и вот этот фильм, который я посмотрела, это фантастика, он называется «57 секунд». И там в одной из ролей Морган Фриман. Ну, а Морган Фриман, это ж уже сам по себе знак качества фильм, значит, классный. Это фантастика. И, не хочу ничего рассказывать, потому что даже начну рассказывать, начнешь спойлерить, там сразу как бы и основная идея, если ее сказать, то весь интерес пропадает. Ну, классный фильм, посмотрите обязательно. Вот такие были фильмы, вот такие были вышивки. У меня в воскресенье, так сказать, оттянулась я по полной, повышивала, киношек понасмотрелась. Сегодня понедельник, как видите, день мрачный, дождливый и ветреный, но все равно много занятий, которые надо сделать, заданий всяких разных. Ну, вечером, я надеюсь, все-таки хотя бы крестиковую часть на этом дизайне закончить. До следующего включения. А вот такие красавицы тут пасутся. Их подстригли. Я почему-то всегда думала, что их налито стригут, а наоборот, их только вот сейчас подстригли. Вы помните этот ручеек, который там этим уткам было по колено? Посмотрите, какая у них радость. Это после того, как у нас неделю беспрерывно шел дождь. Этот ручеек превратился в бурную реку. И теперь уткам здесь раздолье, вон они даже вылезли погреться на солнышко на травке. В долине шел дождь, а в горах, видите, шел снег, и горы уже покрыты снегом. Обожаю, когда в горах снег. Можно уже ехать кататься на лыжах. Но это собака. Вроде она какая-то добрая, но клыки у нее какие-то не очень добрые. И это что, кровь, она кого-то съела. Ой.
Ну что же, друзья, сегодня у нас 1 ноября, и я спешу поделиться с вами моей радостью. Я закончила 11-й день Рождества, и я вышла на, так сказать, финишную прямую. Мне остался последний сюжет, 12-й день Рождества, там будут барабанщики. А вот такой 11-й день Рождества. Здесь трубачи трубят, можно перевести 11 трубачей трубят. Вот такой красивый дизайн. Ну, что я могу сказать? Это не самый интересный дизайн из всех этих 11 дней Рождества. Мне он не очень понравился, скажу вам честно, что там скрывать. Когда добавились бисеринки, он еще более-менее как-то заиграл. Вот здесь, видите, здесь на 11 на цифре, потом вот здесь вот в каждом квадратике светлом у нас идут бисеринки по всей этой. Вот здесь бисеринки. Это первый сюжет из всех 12 дней Рождества, где есть бэкстич. Вот здесь у нас на юбочке этот бэкстич, ну, чтобы изобразить эту шотландскую юбочку. Вот здесь на вот этих кисточках, на гольфах его, или что это, панталоны, ну не знаю. Ну и вот здесь тоже было немножко бэкстича, здесь глазки и носик бэкстичем. Вот здесь на трубах бисер опять же. Вот здесь бисер, вот как пуговицы у него, дудочка, это черный бисер. Это сумочка тоже с черным бисером. Ну, как я уже сказала, повторюсь, не очень мне этот сюжет понравился из всех 12 дней. Посмотрим, какой будет барабанщик. Я надеюсь, барабанщик будет посимпатичный. Ну, то ли уже дизайнер скис к последним 2 дням Рождества, то ли как-то не очень. Ну, как бы то ни было, я очень рада, что приближаю я свою скатерть к финишу. У меня еще в запасе 1 месяц, и все-таки я надеюсь, что я за этот месяц успею вышить 12-й день Рождества и вышить эту рамочку и сшить саму, собственно, скатерть. Я с этой скатертью, я еще не знаю, как мне быть, как ее шить. Ее всю проклеивать флизелином, либо только вот эти квадратики, где вышивка, проклеивать флизелином. Вот это еще у меня, как обычно, шитье меня ставит прям в тупик-тупик. Ну ничего. Ну, в принципе, сейчас я смотрю даже как-то через камеру, он еще и ничего, совсем симпатичный. Вот здесь на дудочке он дудит, эти желтенькие, как будто... Вот такие. Ну, пожалуй, на этом... Постирала я своего котика и набила я его снова, этого моего котика. В этот раз я его набила потуже. Вот такой он. Как бы мне его вам показать? Ой, сейчас я всю эту свою конструкцию, которую я делаю, завалю. Сейчас я подниму повыше и покажу вам этого котика, муркотика. Потому что тут другой котик сидит, на меня смотрит. Вот такой мой котик. Набила я его, постирала. И теперь я его на кухню, понятное дело, не буду ставить, потому что как бы там чисто не было, как бы там электрические плиты не были, все равно эта кухня есть кухня. И он там загрязняется. Вот. Кто не помнит мой котик какой, напомню. Какой красивый, раскрасивый. Которого я очень сильно люблю. Моего котика.
такая спинка. Здесь тоже была задачка вот этот шовчик сшить так, чтобы этот рисуночек совпал. Красота. Долго я с ним возилась, но зато оно того стоит. Ну вот, на таком красивом кадре хочу с вами попрощаться. Теперь я могу взяться за своего другого французского котика, который меня ждет. Я его больше жду, не знаю, кто больше кого ждет. Но я с нетерпением жду дошить, довышивать своего котика, тот, который шовчиками. И не буду я больше ничего начинать, буду заканчивать птичек, котика. Приближаемся мы к концу года. Я постараюсь закончить как можно больше и, само собой, довышивать 12-й день Рождества. Поэтому будет интересно. Буду марафонить, если получится. Это я так себе предполагаю. А что там будет, вы узнаете в следующих видео. Если вам это видео понравилось, поставьте мне лайк, поделитесь с друзьями. И мне будет очень приятно, если вы напишите какой-нибудь комментарий. Я вам желаю мирного неба, берегите себя, будьте в безопасности, и мы встретимся в следующем видео. Всем пока-пока. А что-то мы сегодня такие храбрые, никуда не улетаем. Ну вот, позирует модель. Спасибо.